Hello everyone and welcome to my slow Russian video course. Today we're gonna talk about the alcohol prohibition in Russia because everyone knows about what was going on in the States and in Canada, and actually we had prohibition in Russia. So stay with me to learn more. If you don't understand what I'm saying, just use the English subtitles. I will add them together with Russian ones. Okay, let's get started. Сегодня мы поговорим о запретах алкоголя в России. В 20 веке правительство несколько раз пыталось бороться с алкоголем. Впервые с началом русско-японской войны 1904-1905 запрещено было торговать водкой и употреблять, пить водку в некоторых дальневосточных регионах. Серьезный запрет на крепкий алкоголь ввели с началом Первой мировой войны, то есть в 1914 году. Нельзя было употреблять крепкий алкоголь вообще. Как ни странно, этот закон сохранялся и после революции. В 20-е годы стали немного увеличивать допустимый порог. Сначала 20 градусов, это был максимум. Крепче 20 градусов запрещено. Потом наливки, настойки 30 градусов. И в 1928 году запрет сняли. Стало можно пить крепкие напитки. Самый известный запрет на алкоголь получил название «сухой закон». Сухой закон. Он был введен при Михаиле Горбачеве в 1986 году. Это был полный запрет на алкоголь. Но, естественно, разумеется, никакого положительного эффекта он не дал. Люди стали пить, что попало. Алкоголь очень низкого качества стали изготавливать подпольно, секретно. Стали очень частыми случаи отравления, в том числе насмерть. И многие люди были посажены в тюрьму за нелегальное производство алкоголя. Кроме того, это был огромный ущерб для советской экономики, поэтому спустя несколько лет запрет вынуждены были снять. Сегодня алкоголь, продажа его контролируется более тщательно, но до сих пор существует огромный рынок контрафактной продукции. And that was it for today. Thank you very much for watching. Don't forget that you can join my free email course at realrussianclub.com/subscribe. I'm waiting you there. Check out the links below this video. And thank you very much for watching, and I hope to see you in my next video. Bye bye!